Боевые действия продолжаются и даже ужесточаются. Плакат «Нет путинскому фашизму» вынесли россияне на шествие бессмертного полка в Барселоне. В Барселоне на шествие бессмертного полка пришли активисты «Русос Либрос» с плакатом «Нет путинскому фашизму». К ним присоединилась украинская диаспора и неравнодушные испанцы. То есть вот так вот, значит, рекрутировались еще, то есть они как-то вот усиливался этот блок. Нас били, идет цитата, и, кстати, уже не первый раз будем подавать заявление в полицию после этого, то есть они были атакованы пропутинскими, скажем так. После этого мы перекрыли им дорогу, нас было много, и пройти по бульвару они не смогли. В итоге дважды обошли вокруг арки и, потанцевав где-то в углу на этом своем победобесе, и закончили, сообщили российские активисты. Такая ситуация, короче говоря, ведутся бои о том, какие-то беси, не беси. Знаете, я со своей стороны добавлю из примера, который приходилось наблюдать. Есть такой памятник в Болгарии, памятник Алёше. Ну, там, солдату, соответственно, такой большой, громадный даже, можно сказать. И был момент, когда его чуть не снесли. И так как я побывал в Болгарии достаточно долго, уделял этому вниманию, пытался разобраться, что там случилось. И вот вам со слов болгар, чтобы вам политики что-то в уши, как говорится, лапшу не запихивали ложками своими деревянными. Рассказываю, как было. А было так. Молодежь, та самая, которая смотрит на Запад, хочет развиваться, хочет технологий. Они, это были 90-е, все, как во всех практически постсоветских странах. Болгария – это советская страна, она только не входила в союзные республики. Так вот, и противостояние было этой самой молодежи, и разгул был, и преступность, все было. И была вот эта борьба, ну и в России было, ну во всех, собственно говоря, республиках. И да, уже много чего, памятника какие-то сносили, какие-то убирали, все, живем по-новому. Добрались до этого Алёши. И вот там было серьезное противостояние. Вы знаете, у меня так и осталось в памяти то, что сами между собой люди, та самая прогрессивные, которые смотрят вперед, те, которые консерваторы, люди постарше, они сумели договориться. Просто те не навязывают им все время какие-то эти свои праздники и песни. Пойте на здоровье, где-то свой собирайтесь, не где-то в углу, да хоть где. Просто навязывать не надо. Мы вам не навязываем, вы нам не навязываете. И вот так памятник, на мой взгляд, на сегодняшний день, он скорее образ того, что люди внутри, если их не будут сталкивать лбами, если их не будут ссорить, они всегда договорятся. Сами свои, те самые встречи и столкновения поколений. Они найдут слова, найдут, где на что закрыть глаза, на что не закрыть, друг о друге позаботиться. Та самая молодежь выходила, когда человека сбили. То есть там все нормально работает. В 2012 году там вся страна вышла, когда просто человека сбили, машина уехала. Оказался организованный преступник. То есть то ли не хотели ловить, то ли не могли. И та самая молодежь вышла и заступилась. И так и заступилась, что полиция очень быстро все нашла. Я к чему? К тому, что если перестанут быть вот эти гибридные любители сталкивать, создавать благодатную почву, чтобы сталкивать сам народ, да, разделяя и властвуя, то люди бы уже давно договорились. Для меня вообще это знаково. Если люди между собой ссорятся, доходят до каких-то уже серьезных противостояний, у которых результата-то в результате нет, значит, кто-то на этом просто свои стрижет купоны. Кует свой какой-то политический капитал, возможно, с запахом немножко чего-то бурого. Мой призыв, не знаю, учитесь договариваться, друзья мои, живите мирно, мирного неба, здоровья, процветания вам, вашим близким, тем, кто так же, как вы думаете, тот, кто по-другому думает, всегда может договориться, если не будет каких-то провокаторов, сказал бы я.